Привет, друзья! Сегодня мы приготовим невероятно вкусное блюдо. Я не побоюсь этого слова. Любимое блюдо северян. Например, в Якутии это блюдо называется салат индигирка, а у нас на Енисее сугудай. Итак, сегодня сугудай. По традиционному классическому рецепту. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать, в чем отличие и главный секрет этого блюда. Нам понадобится замороженная рыба. Это блюдо делается из муксуна, нельмы, чера и других пород рыбы. В данном случае у нас сик. Также нужен лук, соль, перец и растительное масло. Я буду делать все под музыку, так блюдо получается еще вкуснее. Сначала нам необходимо очистить рыбу от чешуи. Даем ей немного подтаять, делаем срезы по хребту, животу. Поддеем край чешуи кончиком ножа вдоль хребта и живота и сдираем ее с обеих сторон. Затем нарезаем рыбу на доли и далее на мелкие кубики. Чистим луковицу, нарезаем репчатый лук мелко-мелко. Теперь смешиваем рыбу и лук. Хорошо солим и перчим. Добавляем растительное масло. Я люблю нерафинированное масло с запахом. Еще раз все тщательно перемешиваем. Итак, в принципе, блюдо уже готово. Ну тут на любителя. Кто-то любит прям мороженые кусочки рыбы. У кого есть сила воли, дает немного настояться блюду. Ну а кто любит талую рыбу, тот есть сугудай на следующий день. Если у вас большая рыба, то вы можете позволить насладиться этим блюдом в полной мере. Сугудай отлично сочетается с картофелем. И, конечно же, с холодной водочкой. Что касается индигирки, как я понял, отличий принципиальных нет. Я спрашивал своего друга с Якутии. Он говорит, что некоторые добавляют в блюдо лайм, но это в большей степени для красоты. Я слышал, что некоторые для вкуса добавляют сок лимона. Но я повторяюсь, у нас традиционный классический рецепт. Давайте рассуждать логически. Это блюдо готовится не только в домашних условиях, но и непосредственно на зимней рыбалке. И вряд ли кто из рыбаков будет брать с собой лимон и тем более лайм. Основной секрет этого блюда в качестве рыбы. Это должна быть первая разморозка рыбы. То есть как поймали рыбу, она замерзла на реке, ее необходимо сохранить. Кто-то глазирует ее, кто-то в пленку мотает. Главное, чтобы она максимально сохранила свою свежесть, вкус и запах реки. Тогда это будет просто смак. То, что пытаются продать в рыбных магазинах и ресторанах, ни в какое сравнение не идет. Понравилось видео? Ставь лайк. Поделитесь этим видео с друзьями. Комментируйте. Подписывайтесь на мой канал. А также посмотрите другие видео. Спасибо за внимание.